Помните мои уютные носочки с косой по центру? И я решила, что не буду делать на них мастер-класс, потому что в них нет ничего нового. У меня уже есть подробный разбор гладких носков без косы. А сам узор косы вы тоже можете найти в моих видео. Нужно просто соединить эти две техники, и получится тот самый вариант. Но я решила, что мне хочется чего-то нового. Не просто повторить старый дизайн и добавить к нему какую-то косу, а полностью его изменить. Поэтому я взяла идею этих носочков и переделала их полностью. Изменила узор, подобрала новую пряжу, выбрала другие инструменты и даже изменила длину самого носка. Так появились эти укороченные носочки-следочки, удобные, стильные и интересные в вязании. Именно их мы и будем вязать в этом видео. Но тут есть одна проблема. Ролик получился на 2,5 часа. Сам процесс вязания сложный, со множеством нюансов. И я не хотела ничего упускать. А YouTube не любит такие длинные видео. Ему больше нравятся короткие и быстрые ролики. Поэтому мне нужна ваша помощь. Поставьте лайк, чтобы видео продвигалось. Напишите комментарий, хотя бы пару слов, чтобы алгоритм понял, что оно интересно. И подпишитесь, если вы еще не подписаны, чтобы не пропускать новые идеи. Это поможет не только ролику, но и мне видеть, что такие подробные мастер-классы нужны и интересны. Спасибо вам за поддержку. А если вам не нравится вязать по видео, а вы предпочитаете больше текстовое описание, либо наоборот, первый носок вы вяжете по видео, а второй вяжете по текстовому описанию, а третий вяжете уже по памяти, то у меня для вас есть текстовое описание на моем Boosty аккаунте. Там будет и схема, и подробное описание вязания каждого ряда. Заглядывайте туда и давайте начинать вязание. Для вязания мне потребуется один моточек, здесь 100 грамм. Это носочная пряжа Adelia Jake. Вот ее характеристики. 75 шерсть, 25 нейлон, 100 грамм, 400 метров. И она такой расцветки, видите, в крапинку, что создает вот такой интересный узор уже на готовых носочках. На один носок нужно где-то 35 грамм, он укорочен, как видите, много пряжи на него не требуется, соответственно, на два носка нужно 70 грамм, и одного мотка будет достаточно на два носка. Номер крючка, которым я буду вязать на этот раз, это 3,5 миллиметра, и это все тот же набор Crochet Milo Set от Knit Pro. И, как всегда, мне потребуется контрастная нитка для набора и иголочка для сшивания этого изделия. И любое изделие начинается с вязания образца. Чем больше образец вы свяжете, тем выше будет его точность. Я связала вот такой образец, что-то он у меня какой-то совсем неровный, но это не важно. Я уже замерила его плотность, и у меня получилось, что в 10 сантиметрах моего образца будет 24 петли. Это и будет моя плотность. Если вы попадаете в мою плотность, то вы можете вязать один в один по моему мастер-классу. Если же у вас плотность больше или меньше, то вам нужно будет просто внести коррективы согласно вашей плотности. Напоминаю одну простую истину, что если вы вяжете изделие, которое состоит из нескольких разных узоров, то вязать образец нужно главным узором, которым вы вяжете изделие. Главный узор в моих носках — это, конечно, вот эта вот резинка с пышными косами, да? Здесь есть эластичная резинка, но ее я вот чё-то не беру. И есть вот такая вот такой колосок. Но образец я вяжу именно вот этой основной резинкой. И так мы поступаем всегда. Ну и, соответственно, образец тоже вяжется тем же номером крючка, той же пряжи, из которых в дальнейшем будет вязаться само изделие. Размер моего носочка будет 36, и на 36 размер я набираю цепочку из 80 воздушных петель контрастной ниткой. Раз, два, три, 4, 5, 6. Цепочка моя набрана, и эта длина — это самая длинная часть носка. Это вот эта вот длина. То есть сшиваются носки, как и все мои предыдущие носки, по низу стопы моим совершенным идеальным незаметным швом, который тоже является частью вязания, который не виден ни с лица, ни, естественно, с изнанки. Если вы делаете носочки на больший размер, то тогда к каждому своему размеру добавляете по одной петле относительно моего набора. И если вы делаете носочки на меньший размер, то наоборот. Отнимайте по одной петле для каждого предыдущего размера относительно моего набора. Потому что, мне кажется, приблизительно как раз 0,5 сантиметра
5 миллиметров. Это и будет разница в размерах. 0,5 миллиметра — это длина одной петли. Ну а теперь вязание первого ряда. Беру основную нитку основного цвета и перехожу к вязанию первого ряда. Делаю воздушную петлю подъема основным цветом. Здесь все подтягиваю. Немножко вот так вот разворачиваю цепочку, нахожу у нее перемычку. Вот смотрите. Вот это будет перемычка, да? У цепочки есть передняя дужка, есть задняя дужка, а есть перемычка. И первый ряд я вкалываю в перемычку. Так, еще раз. Вкалываю в перемычку, подхватываю. Нет, не так. И первый ряд вяжется соединительными петлями с накидом. Итак, делаю накид, вкалываю крючок в перемычку, подхватываю рабочую нить, протаскиваю рабочую нить через цепочку и через все нити на крючке. Это будет соединительная петля с накидом. Раз. В следующую точку снова накид, в перемычку и через все нити на крючке. 2. Опять делаю накид, в перемычку и через все нити на крючке. 3. Делаю накид, в перемычку и через все нити на крючке. 4. С нижней стороны такой петли образуется, вот она косичка, и она объемная. Она получается объемнее, чем косичка, которая образуется просто из соединительных петель. Снова делаю накид, в перемычку, накид, в перемычку и через все нити на крючке. Работаю такими соединительными петлями не до конца ряда. До конца ряда я не дойду 6 петель. 6 петель — это будет высота резинки. Опять показываю на готовом носке. Вот, 6 петель — высота резинки. То есть хотите какую-то большую резинку, но оставьте здесь 10 петель, да. Можете при наборе набрать большее число петель в цепочке и, допустим, сделать резинку еще больше, да. Если вы все-таки не хотите вязать носки с отворотом, то тогда, в принципе, набираете, допустим, 100 петель и всю вот эту оставшуюся часть делаете резинкой более такой эластичной. Вот эта вот резиночка из просто соединительных петель, видите, у нее и меньше сами колоски, и она лучше держит форму, лучше восстанавливается. Хотя и вот эта вот резинка, которая из пышных колосков, она тоже достаточно эластична. В общем, работаю так до последних 6 петель, и там я перехожу на другой рисунок. Дошла я до 6 последних звеньев цепочки, и здесь делаю обычные соединительные петли без накида. Точно так же вкалываю крючок в перемычку и делаю соединительную петлю. Раз, в перемычку, 2, в перемычку, 3, в перемычку, 4, в перемычку, 5 и в перемычку 6. И на этом первый ряд готов. Второй ряд. Воздушная петля подъема, поворот, во второе звено от крючка. Раз, два. Дальше я начинаю работать за дальнюю дужку. Вот так вкалываю крючок. Раз, два, вкалываю крючок. И второй ряд я вяжу здесь все петли. Это обычные соединительные петли за дальнюю дужку. Накиды делаются только в нечетном ряду. В четном ряду я не буду делать накид. Так моя резинка будет и с пышными косами по лицевой стороне, и в то же время она будет не слишком такой расхлябанной. Если мы обе стороны будем делать соединительными петлями с накидом, то у нас получится очень такой рыхлый узор. Мне кажется, для носочков, но пока я его не применяла, вот не знаю, не хочу. Я делаю одну сторону с накидами, вторую сторону обычную. Работаю так до конца ряда. Здесь во втором ряду будет просто 80 соединительных петель. Последняя соединительная петля придется вот как раз в последнюю петлю основного цвета. Это информация для контроля. То есть вот оно 80. Дальше третий ряд. Воздушная петля подъема, поворот,
И здесь опять будут соединительные петли с накидом. То есть третий ряд аналогичен первому. Единственное, что будет вязаться он за дальнюю дужку. Делаю накид на крючке. Во второе звено от крючка раз, два, за дальнюю дужку вкалываю крючок и делаю соединительную петлю с накидом. Раз, два. Обратите внимание, если вам сложно делать соединительную петлю с накидом, как ее делаю я? Я делаю накид, вкалываю крючок за дальнюю дужку, вывожу рабочую нитку и дальше рабочим и указательным пальцем левой руки я вот эту часть и накид, я немножко их оттягиваю. И тогда у меня получается вот так вот легко вывести крючок через, через нити, да? Накид, вкалываю крючок за дальнюю дужку. И вот здесь я себе помогаю. Давайте еще раз. Пальцами левой руки. Вот, видите, я зажала нити, и я их оттянула. Мне иногда пишут, что не любят делать соединительную петлю с накидом, потому что сложно из нее вывести крючок. Я тоже не люблю, и поэтому помогаю себе левой рукой. Но, в принципе, наловчиться, приноровиться и привыкнуть тоже можно. Я видела варианты, где делают вот так. И дальше делают вот такой какой-то поворот. Но, честно, по-моему, так будет плотнее. Сама вязка повышает плотность, и мне не очень нравится. Ну вот я уже привыкла оттягивать петли пальцами. И здесь я хочу еще обратить ваше внимание, что делаю я именно соединительную петлю с накидом. Да? Не полустолбик, не вот такой элемент. Такой элемент, он выше, чем соединительная петля. Да? Обратите внимание. Вроде бы похоже, но нет. Здесь делаю накид, вкалываю крючок за дальнюю дужку и протаскиваю нить сразу через все нити на крючке, то есть в одно движение. Итак, здесь снова работаю, это снова нечетный ряд. В нем, значит, я работаю соединительными петлями с накидом до края, не дохожу, 6 петель. То есть получается 74 соединительных петли с накидом. Дошла я до последних 6 петель, и здесь снова делаю просто соединительные петли. Раз, за дальнюю дужку. Два, три, четыре, пять. И вот последняя точка. 6. Это был третий ряд, нечетный. Четвертый ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Здесь просто все петли соединительные, петли за дальнюю дужку. Их будет 80. Во второе звено от крючка начинаю этот ряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10. Четвертый ряд готов. Пятый ряд. Опять нечетный. Воздушная петля подъема, поворот. И в нечетном ряду я делаю соединительные петли с накидом. Накид во второе звено от крючка за дальнюю дужку. Раз, два, три, четыре, пять, 6. Работаю так до 6 петель. Не дохожу до края, 6 петель. То есть это 74 соединительных петли с накидом. И вот у меня осталось 6 петель до конца ряда. Здесь делаю обычные соединительные петли. Раз, два, три, четыре, пять. И последняя петля. 6. Это был пятый ряд. Шестой ряд четный. Воздушная петля подъема, поворот. Здесь все петли это просто соединительные петли. Во второе звено от крючка за дальнюю дужку начинаю делать соединительные петли, и в шестом ряду их будет 80.
Последняя 80-я петля, обратите внимание, она может прятаться, но нужно сделать точно так же за дальнюю тушку, провязать ее соединительной петлей. Так, это был 6-й ряд. 7-й ряд. Воздушная петля подъема, поворот, 7-й ряд нечетный, значит вяжется соединительные петли с накидом. Делаю накид на крючке, во второе звено от крючка, начинаю этот ряд, раз, два, три, и здесь точно так же работаю 74 петли соединительные петли с накидом, и затем 6 петель обычные соединительные петли. Последние 6 петель в 7-м ряду, и это обычные соединительные петли. Раз, два, три, 4, 5. И вот последняя петля, ее всегда нужно откуда-то выковыривать. Вот она прячется. 6. Дальше 8-й ряд. Воздушная петля подъема, поворот. 8-й ряд будет первым укороченным. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу за дальнюю тушку обыкновенные соединительные петли. И в 8-м ряду будет 78 соединительных петель. То есть до конца ряда я не дохожу 2 петли. 8-й ряд связан, 2 петли в остатке я имею. И дальше откладываю маркер для пика пяточки. Здесь все в принципе точно так же. Если вы вязали мои предыдущие носки, то все действия здесь вам будут знакомы. Я вспоминаю, что размер ноги у меня 36, это длина стопы где-то 22,5 сантиметра, возьмем 22. Я вот так вот расправляю свое изделие, беру сантиметровую ленту и откладываю, ну, где-то сантиметров 20. То есть это длина стопы, и 2-2,5 сантиметра я оставляю на растяжение, и вот эту вот загибку. Видите, она тоже достаточно объемная, и она тоже даст длину моему носку. Как еще можно посчитать вот эту точку? Эта точка — это у меня 48-я петля от края, либо 46-я петля вот от этой точки, потому что здесь 2 в остатке, 46 отложено, итого 48. Это понятно. Как еще можно посчитать эту точку? Вспоминаем про нашу плотность. У меня плотность была 24 петли в 10 сантиметрах. Мне нужно отложить 20 сантиметров. Соответственно, это 48 петель. Пик пяточки определен, и дальше я перехожу к вязанию 9-го ряда, и в 9-м ряду я вяжу пятку. Моя пятка представляет из себя вот такую вот лесенку, вот она. И это все у меня будет 1 9 ряд. Он начнется отсюда, дойдет до пика пятки, свяжет лесенку и закончится вот здесь. Мне так считать просто удобнее и нагляднее. Мне кажется, так намного понятнее, чем если я буду делить пятку на ряды вот этими маленькими отрезочками, маленькими кусочками. Итак, 9 ряд. Пятка. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке и во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу соединительными петлями до маркера включительно. У меня будет здесь 46 соединительных петель с накидом, естественно, до маркера. Маркер обозначает пик пяточки. Довязываю петли до маркера. И вот 46-я петля. Маркер перекидываю, чтобы он не мешался. И дальше мне нужно сделать поворот и вязать в противоположную сторону. Это будет первый отрезок для пятки. Для поворота сначала делаю по ходу вязания в следующую точку одну соединительную петлю, обычную. И в следующую точку вторую соединительную петлю, обычную. Дальше делаю поворот, и в этом месте я не делаю воздушную петлю подъема. Отсчитываю 1, 2, то есть это были соединительные петли для поворота, и вкалываю крючок в третью петлю от крючка. И делаю снова простую соединительную петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. И для первого отрезка пятки я вяжу 18 соединительных петель. Вот так. Смотрите, меня часто спрашивают, если другой размер, да, если больший размер, нужно ли увеличивать вот это число в пятке. Я вообще считаю, что если у вас точно такая же пряжа, точно такие же инструменты, то не нужно ничего увеличивать, потому что вот это расстояние, оно не зависит от размера стопы, это больше расстояние, которое задает вот этот вот угол, да. Чем больше здесь будет рядов, тем более прямой будет угол. Чем меньше здесь будет рядов, тем более тупой будет угол, да. Поэтому вот это расстояние, оно регулирует только угол. Я набрала 18, точнее, я связала 18 петель, и вот такой вот угол получается у меня. Если здесь сделать больше число петель, допустим, там 20, 22, 23, то просто вот этот угол будет более прямой. Здесь все на ваше усмотрение, но мне кажется, что вот для такой вязки, для такой пряжи, для таких инструментов 18 это оптимальное число. Дальше делаю воздушную петлю подъема, поворот, так. И теперь вяжу в обратную сторону. Накид на крючке, во второе звено от крючка вкалываю крючок и работаю соединительными петлями с накидом. В обратную сторону я вяжу 18 соединительных петель. И 18. Так. Дохожу до края, здесь ступенька, делаю сцепку. Вкалываю крючок в перемычку и в нижний ряд. Вот так. И здесь делаю обычную соединительную петлю. Следующую точку еще одна обычная соединительная петля. Поворот. Теперь отсчитываю 1, 2, 3. 3 петли от крючка, вкалываю крючок за дальнюю дужку в третью петлю, делаю соединительную петлю. И в обратную сторону начинаю следующий отрезок. Здесь вяжу обычные соединительные петли, и в данном отрезке у меня будет 16 соединительных петель. То есть до края предыдущего отрезка я не дойду 2 петли. 16 петель я провязала, вот 2 петли в остатке, и теперь в обратную сторону. Воздушная петля подъема, поворот, делаю накид на крючке, во второе звено от крючка вкалываю крючок за дальнюю дужку, начинаю делать соединительные петли с накидом, и здесь будет 16 соединительных петель. То есть вяжу вот до этой точки. Дошла я до конца отрезка, делаю сцепку точно так же, вкалываю крючок в перемычку, в следующее звено по ходу вязания, в нижний ряд, и делаю соединительную петлю. И опять соединительная петля. Поворачиваю изделие. Вкалываю крючок в третье звено от крючка и в обратную сторону вяжу 14 соединительных петель. Я думаю, принцип построения пятки понятен. Мы вяжем пары рядов, каждая из которых на 2 короче, чем предыдущая. И таким образом получается лесенка. Вот такая вот готовая лесенка должна получиться в итоге. Последняя пара рядов вот здесь должна состоять из 2 петель. Я подробно рассказывать не буду, как вязать эту пятку, потому что у меня есть уже не один мастер-класс по данной технике. И я надеюсь, что эти носки не будут вашими первыми носками, которые вы собираетесь вязать в данной технике. Первые носки я все-таки предлагаю вам связать совершенно другие. Подсказка будет либо здесь, либо в описании. А эти носочки уже как бы для тех, кто свою первую пару носков в данной технике связал. Связала я все отрезки, необходимые для пятки. Здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
И вот в последнем, в 9-м отрезке у меня остается 2 петли, еще нужно провязать в обратную сторону и довязать манжету. Итак, воздушная петля подъема, поворот, делаю накид на крючке во второе звено от крючка за дальнюю тушку, вкалываю крючок, раз, и в следующую точку 2. Дальше делаю сцепку, накид в нижний ряд. И это уже будут петли манжеты. Считаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель соединительные петли с накидом, и дальше 6 петель это резинка. 6 петель обычные соединительные петли. Раз, два, три, 4, 5, 6. Итого в манжете 14 петель. Это число нужно запомнить. Оно нужно для того, чтобы связать вторую половину пятки. В этом отрезке всего будет 16 петель, 2 петли это еще пяточка, и 14 это манжета. И это был 9 ряд. Дальше 10 ряд. Воздушная петля подъема, поворот, во второе звено от крючка вкалываю крючок, начинаю вязать соединительные петли. Здесь будут только обычные соединительные петли в 10 ряду. И в 10 ряду я буду смыкать ступеньки вот этой лесенки для пятки. Всего в 10 ряду будет 58 соединительных петель. До края последнего ряда я не дойду, снова 2 петли. Итак, вяжу сначала манжету. Это 14 соединительных петель. Так. Дохожу до пятки. Раз, два, и оказываюсь у ступеньки. Снова делаю сцепку. В перемычку вкалываю крючок. Так, и в нижний ряд. Одна соединительная петля в следующую точку, вторая соединительная петля. Здесь каждая ступенька будет состоять из 2 соединительных петель. Снова в перемычку, в нижний ряд. Снова раз и снова 2. Опять в перемычку, в нижний ряд. Раз, 2. И опять в перемычку, в нижний ряд. Раз, и опять 2. В перемычку, в нижний ряд. Раз, 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 2. В перемычку, в нижний ряд. И дальше вяжу по одной соединительной петле. Напоминаю, что до края последнего ряда я не дойду 2 петли. Итого в этом 10 ряду будет 58 соединительных петель. 10 ряд готов. 11 ряд. Воздушная петля подъема, поворот, во второе звено от крючка, вкалываю крючок, начинаю делать соединительные петли с накидом. В 11 ряду у меня будет 52 соединительных петли с накидом и 6 обычных соединительных петель для резинки. Итого это будет снова 58. 11 ряд я провязала, дальше 12 ряд.
Воздушная петля подъема, поворот, во второе звено от крючка, раз, два, вкалываю крючок, 12 ряд это четный ряд, в нем вяжу только соединительные петли. И здесь будет 56 соединительных петель за дальнюю дужку. То есть до края предыдущей пары рядов я снова не дойду 2 петли. Вот здесь остановлюсь. 12 ряд связан, еще 2 петли оставила. 13 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и в 13 ряду сначала вяжу соединительные петли с накидом. Их будет 50. 50 соединительных петель с накидом, и в конце ряда будет 6 обычных соединительных петель для резинки. Итого это снова 56 петель. 13 ряд готов, 14 ряд воздушная петля подъема, поворот, во второе звено от крючка начинаю делать обычные соединительные петли, и в 14 ряду у меня будет 54 соединительных петли. То есть до края предыдущей пары рядов я снова не дохожу 2 петли. 14 ряд готов, 2 петли оставила, и 15 ряд. Воздушная петля подъема, поворот, делаю накид на крючке, во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу раз, два, три. Здесь будет 48 соединительных петель с накидом за дальнюю тушку и 6 обычных соединительных петель для резинки. Итого снова 54 петли. 15 ряд готов, дальше будет 16 ряд. Он соберет вот эти все ступеньки и дойдет до самого края. Итак, 16 ряд это полный ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли за дальнюю дужку. И в 16 ряду у меня будет 62 соединительных петли. Дохожу до ступенек в 16 ряду, и здесь точно так же прохожу ступеньки, как и на пятке. Вкалываю крючок в перемычку и в нижний ряд. 1 петля. В следующую точку 2 петля. Снова в перемычку в нижний ряд. 1 петля. И в следующую точку 2 петля. В перемычку в нижний ряд. 1 петля. И в следующую точку 2 петля. И последняя ступенька в перемычку в нижний ряд, 1 петля и 2 петля. И на этом 16 ряд готов. Дальше 17 ряд, он тоже полный. Воздушная петля подъема, поворот, во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли с накидом. Здесь делаю до резинки, как обычно, сначала соединительные петли с накидом. Это получается 56 соединительных петель с накидом, и затем 6 обычных соединительных петель. Итого будет снова 62 петли. 17 ряд готов, и дальше будет 18 ряд. Он снова будет укорочен, и он будет самым коротким из укороченных. То есть дальше пойдет точно такой же укороченный клин, только зеркальный. Итак, 18 ряд. Воздушная петля подъема, поворот, во второе звено от крючка. Начинаю делать соединительные петли за дальнюю дужку. И в 18 ряду у меня будет 54 соединительных петли. До края
я не дойду 8 петель. Итак, провязала я 54 петли до края носика, остается еще 8 петель, и на этом 18 ряд закончен. Дальше 19 ряд, воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли, и здесь точно так же будет сначала 48 соединительных петель с накидом, естественно, да, и затем 6 обычных соединительных петель для резиночки. 19 ряд готов. Дальше 20 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу. Раз, два. Я вяжу здесь соединительные петли обычные, это ряд четный. И в этом ряду будет на 2 петли больше, чем в предыдущей паре рядов. То есть я дойду до ступеньки и сделаю 2 петли из нижнего ряда. В предыдущей паре рядов было 54 петли, в этой будет 56. Дохожу до ступеньки в этом ряду. Точно так же вкалываю крючок в перемычку и в нижний ряд. Раз и два. Воздушная петля подъема, поворот. Это будет 21 ряд. Делаю накид на крючке. Во второе звено от крючка начинаю вязать соединительные петли с накидом. И в 21 ряду будет 50 соединительных петель с накидом и 6 обычных соединительных петель в конце ряда для резинки. 21 ряд готов, 22 воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли за дальнюю тушку, и в 22 ряду будет снова на 2 петли больше, чем в предыдущем. Чем в предыдущей паре рядов. Здесь точно так же дохожу до ступеньки, делаю степку и 2 петли из нижнего ряда. Итого в 22 ряду будет 58 соединительных петель за дальнюю дужку. 56 петель связала, сцепка и в нижний ряд 57, 58. Это был 22 ряд. 23 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке, во второе звено от крючка. Начинаю делать соединительные петли с накидом. И в 23 ряду должно быть 52 соединительных петли с накидом и 6 обычных соединительных петель для резинки. Итого 58. 23 ряд готов. 24 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли за дальнюю дужку обычные. И в 24 ряду у меня будет 60 соединительных петель. То есть этот ряд опять будет на 2 петли длиннее, чем предыдущая пара рядов. Дошла до ступеньки в 24 ряду. Делаю сцепку в нижний ряд. 59 и 60. Дальше 25 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу 25 ряд. Здесь будет 54 соединительных петли с накидом и 6 обычных соединительных петель в конце ряда для резинки. 25 ряд готов. Дальше 26 ряд. Это будет полный ряд. Итак, воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка вкалываю крючок, начинаю делать обычные соединительные петли за дальнюю дужку. Их будет всего 62. То есть данный ряд снова на 2 петли длиннее, чем предыдущая пара рядов. Дойду здесь до края носика, точнее до края последней пары рядов, и свяжу 2 петли из нижнего ряда, чтобы дойти до края носика.
Последние петли в 26 ряду делаю сцепку в нижний ряд и последняя 62 петля. И вот получается вторая часть скоса абсолютно зеркально первой части. Итак, дальше 27 ряд, воздушная петля подъема, поворот, делаю накид на крючке во второе звено от крючка, начинаю делать 27 ряд. Здесь будет 56 соединительных петель с накидом и 6 обычных соединительных петель для резинки. 27 ряд готов, и дальше будет прямая часть, полные ряды. Это верх носка, тыльная сторона стопы. И здесь у меня вяжется вот такая вот коса, колосок. Вот она. Для косы нужна разметка маркерами. Я от края отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6 и на 7 петлю вешаю маркер. Вот так. Сам же этот узор, у меня есть отдельная схема, отдельное пояснение, вяжется на петлях. Число петель для этого узора должно быть кратно 8 плюс 2 петли симметрии. Вот у меня получается 50 петель до резинки. 50 это 48 плюс 2. 48 кратно 8. То есть здесь фактически я вешаю маркер на последнюю петлю резинки. Ну, пускай вот так вот. И между вот этими петлями здесь у меня 50 петель, да, 6 до носика и 6 до резинки. Давайте даже не так повесим. А вот так. Повешен на начало узора. То есть здесь маркер отмечает начало узора, здесь маркер отмечает конец узора, да. Здесь 6 петель для маркера, здесь 6 петель тоже до маркера. Это резинка. Это пальчики. Между маркерами, включая маркеры, 50 петель. Смотрите, если вы вяжете носок на большую длину стопы, и вы набирали в начале большее число петель, я набирала 80. Допустим, вы набрали 82 или 84. Разница между нашими наборами 4 петли. Тогда вот эти 4 петли добавьте вот сюда, между резинкой и основным полотном. Либо вы точно так же можете эти 4 петли добавить вот сюда. Тогда здесь оставите не 6, а 10. Да? Тогда у вас просто пальцы. Вот эта часть, где идет без узора, где просто как бы пальчики, будет вот эта часть длиннее. Я когда показывала свои первые носочки с такой косой, мне девчонки написали, что что-то у меня пальцы рыхлые. Сделай пальцы больше, более плотной вязкой. И вот я решила здесь тогда сделать без косы, без узоров, просто теми же самыми соединительными петлями и соединительными петлями с накидом. В общем, разметка маркерами закончена. Да? Если же у вас число петель, опять-таки, получается между косами, ну, допустим, вот у меня 50, а у вас 58, у вас какой-то еще больший размер, да? У вас просто будет на один раппорт больше. Тогда тоже делайте, как я. То есть, если у вас в остатке здесь 8 петель, вы добавили 8 петель к моему расчету, то делайте, как я. А если вы добавили там 6, 4, 3, 2, то тогда вот эти петли либо здесь размещаете, либо вот здесь. Надеюсь, этот момент понятен. Дальше я перехожу к вязанию 28 ряда, и вот этот верх носочка вяжется вот таким вот узором. И я, когда вяжу этот узор, я считаю здесь один колосок туда — это один ряд, и один колосок в обратную сторону — это второй ряд. То есть здесь будет всего как бы 2 ряда. Да, здесь будет много маленьких, укороченных, недовязанных, удлиненных отрезков, но вот это все это будет один ряд, и обратный ряд — это будет второй ряд. То есть 28, 29. Итак, 28 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. И сначала вяжу резинку. Это 6 соединительных петель за дальнюю дужку. Начинаю во второе звено от крючка. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Все, резинка сделана. Дальше я смотрю на узор, и здесь 2 петли. Смотрите, первый участок я буду цеплять за нижний ряд, не как мы цепляли раньше за дальнюю дужку. Я буду цеплять за 2 передних, то есть за ниточку, которая была накидом в предыдущем ряду, и переднюю дужку. Могу даже снять маркер, в принципе, он больше не нужен. Итак, дальше 2 петли за 2 дужки, за 2 верхних дужки передних. 1, 2. Почему так? Сейчас объясню. Я хочу, чтобы вот здесь вот у меня между колоском и основным узором было вот такое вот пространство. Как бы имитация изнаночной петли. И вот эта имитация получается вот таким подхватом. Вот эту часть я связала. Дальше накид на крючке. И в обратную сторону 2 соединительных петли с накидом. 1, 2. А дальше резинка. Резинка — это 6 обычных петель. Обычных соединительных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь снова воздушная петля подъема, поворот. Здесь будет 6 и 2, это 8 петель. Так и вяжу. 1, 2, 3. За дальнюю дужку обычные соединительные петли. 4, 5, 6, 7, 8. Делаю сцепку в нижний ряд, вкалываю крючок в перемычку и точно так же в нижний ряд, но за 2 передних петли. И здесь делаю еще 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот так должно получиться. Дальше воздушная петля подъема, поворот. Так. И в обратную сторону за дальнюю дужку начинаю вязать соединительные петли с накидом. Делаю накид на крючке. Их будет 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. И теперь в обратную сторону объемный элемент листика. Во второе звено от крючка вкалываю крючок. Сначала делаю соединительная петля, затем соединительная петля с накидом, и затем полустолбик с накидом. И еще раз то же самое, только в обратном порядке. Полустолбик с накидом, соединительная петля с накидом и обычная соединительная петля. Дальше сцепка. Вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд за 2 передних дужки. Вот так. Делаю одну соединительную петлю и в следующую точку вторую соединительную петлю. И на этом этот отрезок готов.
Выпуклый элемент листика готов, и дальше вяжу в обратную сторону до конца ряда, не забывая, что здесь 6 последних петель — это обычная резинка. Итак, воздушная петля подъема, поворот, делаю накид на крючке во второе звено от крючка за дальнюю тушку, начинаю вязать соединительные петли с накидом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8. Дохожу до ступеньки, значит, нужно сделать сцепку. Здесь сцепка выйдет на лицо, поэтому ее делаю следующим образом. Вкалываю в перемычку в ниточку и делаю накид. И в нижний ряд. 9. Снова накид и в нижний ряд. 10. А дальше начинается обычная резинка. Вяжу обычные соединительные петли. Их будет 6. Раз, два, так, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. И теперь в обратную сторону вяжу так. Здесь будет 6 обычных соединительных петель, это резинка. 10 соединительных петель тоже обычных, это идет по верху листика. Затем вот здесь сцепка и еще 6 петель из нижнего ряда. Считаем. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Вот резинку я связала и перехожу на вязание узора. В принципе, с этого счета начнется раппорт этого узора, который нужно повторять. Это 16 соединительных петель за дальнюю дужку, самых обычных. Раз, два, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Последняя точка. Ищем тут дальнюю дужку. Дальше ступенька и идет сцепка. Ступенька в нижний ряд за 2 передних петли. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Все. Воздушная петля подъема, поворот и в обратную сторону 6 соединительных петель с накидом за дальнюю дужку. Накид на крючке, во второе звено от крючка за дальнюю дужку. Раз, два, 3 и 4, и 5, и 6. Воздушная петля подъема, поворот. И здесь выпуклый элемент листика. Во второе звено от крючка соединительная петля с накидом, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, соединительная петля с накидом и соединительная петля.
Выпуклый элемент листика сделан. Дальше сцепкой 2 петли из нижнего ряда. В перемычку за 2 дужки нижнего ряда. Раз, два. Воздушная петля подъема, поворот и 10 соединительных петель с накидом в обратную сторону. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Сцепка в перемычку в ниточку, то есть 2 петли здесь, 2 нитки я здесь цепляю. Накид. 9. И в нижний ряд еще одна. 10. 10. Воздушная петля подъема, поворот. И вот одно повторение я сделала. Дальше снова 16 соединительных петель. Во второе звено от крючка за дальнюю дужку делаю раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сцепка. И в нижний ряд 11, 12, 13, 14, 15, 16. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке. Во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли. Их будет 6. С накидом, естественно. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. Выпуклый элемент листика. Соединительная петля с накидом, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, соединительная петля с накидом, соединительная петля. Сцепка с нижним рядом, 2 петли из нижнего ряда. 2 обычных соединительных петли. Раз, за 2 передних полупетли. 2. Воздушная петля подъема, поворот и 10 соединительных петель с накидом за дальнюю дужку. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сцепка с нижним рядом. 9, 10. Воздушная петля подъема и поворот. И еще один листик готов. И дальше снова повторяю раппорт. 16, 6. Выпуклый элемент листика, 2 петли из нижнего ряда, 10 соединительных петель. Опять 16, 6 элемент листика и в обратную сторону. И так я вяжу до носика. Здесь в последнем раппорте будет небольшое видоизменение, чтобы сделать пальчики без узора, а просто обычными длинными рядами. Встречаемся там, покажу, как вязать последний раппорт.
Итак, мне остается связать последний листик, последний раппорт и дальше пальчики. Снова 16 соединительных петель за дальнюю дужку. Воздушная петля подъема, поворот. Начинаю во второе звено от крючка за дальнюю дужку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше сцепка и еще 6 петель из нижнего ряда. Сцепка. Раз. В нижнем ряду вяжу за 2 передних дужки. 2, 3, 4, 5, 6. Дальше воздушная петля подъема, поворот. Начинаю во второе звено от крючка 6 соединительных петель с накидом. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот, объемный элемент листика. Соединительная петля с накидом, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, соединительная петля с накидом и просто соединительная петля. Здесь, если бы у нас был обычный раппорт, мы бы связали еще 2 петли из нижнего ряда, но у нас идут пальчики, и видите, этот ряд идет до самого конца. Поэтому мы так и делаем. Делаем сцепку и в нижний ряд за 2 передних петли. Раз. В следующую точку давайте маркер я опять уберу. 2. Следующую точку. 3. Следующую точку 4. 5. Здесь будет 8 соединительных петель по низу. 6, 7. И вот 8 точно так же за 2 передние полупетли. Так, 8. Дальше воздушная петля подъема, поворот. И здесь в обратную сторону я вяжу соединительные петли с накидом. Начинаю второе звено от крючка. Их будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, последняя точка. 14. И дальше нужно еще 2 петли из нижнего ряда. Делаю сначала сцепку, она идет на лицо. Перемычку в ниточку, накид в нижний ряд за дальнюю дужку. Это 15 и 16. Воздушная петля подъема и поворот. И вот последний элемент листика готов. Но здесь еще нужно будет для носика, для пальчиков связать. Да, смотрите, здесь, чтобы не ошибиться и для контроля себя, между
краями листьев должно быть всегда 8 петель. Вот здесь считайте. 8, 8, 8. Если где-то вы чувствуете, что-то не сходится, то, скорее всего, ошибка где-то здесь, да. Вот здесь пересчитывайте. Если здесь 9, то значит ошибка. Если там 10, тоже ошибка. Здесь вот всегда от этой точки до этой 8 петель. Теперь в обратную сторону снова 16 соединительных петель за дальнюю дужку. Второе звено от крючка начинаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Теперь смотрите, на носике нужно связать вот эти вот прямые полосы. Здесь вяжу так. Воздушная петля подъема, поворот, накид на крючке, во второе звено от крючка начинаю и делаю 8 соединительных петель с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Снова воздушная петля подъема, поворот и 8 соединительных петель за дальнюю дужку обычных. Во второе звено от крючка опять начинаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот. И на этом один ряд для тыльной стороны стопы у меня готов. Один ряд с колоском. Дальше будет второй ряд с колоском. Это был 28 ряд, дальше 29. Итак, воздушная петля подъема, поворот, и начинаю 29 ряд с 8 соединительных петель с накидом за дальнюю дужку. Начинаю во второе звено от крючка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот, в обратную сторону снова 8 соединительных петель за дальнюю дужку обычных. Во второе звено от крючка начинаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот, и дальше мне нужно будет связать такой отрезок. Я вяжу вот эту часть, здесь делаю сцепку с 2 рядами и провязываю вот эту часть вот до этого края. Здесь будет 16 петель, 16 соединительных петель с накидом. Итак, смотрите. Накид во второе звено от крючка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я дохожу до сцепки. Да? Здесь ступенька из 2 рядов. Как я делаю сцепку в данном случае? Я сначала делаю обратный накид, затем вкалываю крючок в ниточку, перемычку. На следующем ряду в ниточку, в перемычку и в дальнюю полупетлю нижнего ряда. Подхватываю рабочую нить и вытаскиваю эту нитку через все нити на крючке аккуратненько. Подтягиваю, подтягиваю.
Это 9. Вот так получается лицевая сторона. Накид за дальнюю полупетлю. 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. И данный отрезок готов. Дальше снова воздушная петля подъема, поворот. И следующий отрезок это снова 16 соединительных петель за дальнюю дужку. Начинаю во второе звено от крючка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Теперь отрезок в обратную сторону. Делаю воздушную петлю подъема, поворот, накид на крючке. Во второе звено от крючка начинаю вязание. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Здесь будет 14 соединительных петель с накидом за дальнюю дужку. Воздушная петля подъема, поворот, и дальше идет выпуклый элемент листика. Соединительная петля с накидом, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, соединительная петля с накидом и обычная соединительная петля. Снова воздушная петля подъема, поворот, и в обратную сторону теперь 16 соединительных петель с накидом. Делаю накид на крючке, во второе звено от крючка начинаю 1 за дальнюю дужку, 2, 3, 4, 5, 6. И, кстати, этот отрезок это начало раппорта. Дальше сцепка, перемычку в ниточку, вот она, накид на крючке, 7, 8. Дальше сцепка через 2 ряда, поэтому сначала делаю обратный накид, дальше в перемычку в ниточку, в перемычку в ниточку, в нижний ряд за дальнюю дужку, подтягиваю, это 9. Накид на крючке за дальнюю дужку. Это 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. В этом моменте легко ориентироваться. Вот она 16. Здесь надо остановиться у предыдущей ступеньки. Воздушная петля подъема и поворот.
И дальше 10 петель, 10 соединительных петель в обратную сторону. Во второе звено от крючка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке. 8 соединительных петель с накидом. Во второе звено от крючка начинаю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот, выпуклый элемент листика. Соединительная петля с накидом, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, соединительная петля с накидом, обычная соединительная петля. Воздушная петля подъема, поворот. И снова 16 соединительных петель с накидом до следующей ступеньки. Это пойдет второе повторение. Накид на крючке. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ступенька. Значит, делаю сцепку. В ниточку, в перемычку, накид. 7, 8. Ступенька из 2 рядов, поэтому делаю сцепку с обратным накидом. Обратный накид. В перемычку, в ниточку, в перемычку, в ниточку. В нижний ряд за дальнюю дужку. Вытаскиваю нить. Это 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И вот последняя точка. За дальнюю дужку 16. Все верно. Останавливаюсь у ступеньки предыдущего шага, предыдущего ряда, и здесь у меня 16 петель. Воздушная петля подъема, поворот. Снова 10 соединительных петель. Во второе звено от крючка начинаю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке. Во второе звено от крючка начинаю. 8 соединительных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот, выпуклый элемент листика. За дальнюю дужку соединительная петля с накидом, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, соединительная петля с накидом и просто соединительная петля. Так, еще раз. Соединительная петля. Так,
И дальше продолжаю вязать раппорт 16 петель, потом 10 обратно, потом 8, потом выпуклый элемент листика. Снова 16 петель, 10, 8, выпуклый элемент листика. И вот здесь встречаемся у последнего листика. Я покажу вам, как делать его. Он будет немножко отличаться, потому что он будет еще плавно переходить в резиночку. Дошла я до последнего листика. Остается листик и резинка. И смотрите, как я вяжу этот листик. Снова воздушная петля подъема, поворот. Начинаю все точно так же. Второе звено от крючка. Сначала делаю соединительные петли с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6. Дальше сцепка. Так. 7. 8. Опять сцепка из 2 рядов. Обратный накид. И в нижний ряд. Подтягиваю, подтягиваю. Это 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. И дальше ухожу в резинку. Значит, здесь обычные соединительные петли. 6 штук. Раз, два, три, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. И теперь возвращаюсь. Сперва идет резинка, обычные соединительные петли в числе 6 штук. Раз, два, три, 4, 5, 6. А дальше, согласно нашему рапорту, 10 соединительных петель. Тоже обычных за дальнюю дужку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Воздушная петля подъема, поворот. И опять согласно рапорту 8 соединительных петель с накидом за дальнюю дужку. Начинаю второе звено от крючка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот и выпуклый элемент листика. Соединительная петля с накидом, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, соединительная петля с накидом и соединительная петля. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли с накидом. Раз, два, три, 4,
5, 6. Здесь сцепка. Вкалываю крючок в ниточку в перемычку, делаю накид в нижний ряд. Подтягиваю 7 и 8 и ухожу в резинку. Остается 6 обычных соединительных петель за дальнюю дужку. Раз, два, три, 4, 5, 6. Но это еще не все. Опять воздушная петля подъема, поворот. Нужно еще связать вот эту вот прямую, да? Сначала петли резинки за дальнюю дужку, во второй звено от крючка. Раз, обычные соединительные петли, 2, 3, так, 4, 5, 6. И еще 2 обычных соединительных петли. 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот. Здесь будет 2 соединительных петли с накидом. Раз. И 2. И 6 обычных соединительных петель за дальнюю дужку. Раз. 2. 3. 4. 5. Последнюю точку. 6. И это был 29 ряд, который делает вот этот колосок в обратную сторону. И на этом он закончен. Дальше я провяжу 30 ряд вот так вот по колоскам. Это будет полный ряд. В нем будет 62 соединительных петли. Итак, воздушная петля подъема, поворот. Начинаю, как всегда, во второе звено от крючка за дальнюю дужку. Делаю соединительные петли. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Если я встречаю ступеньку, делаю обычную сцепку. В перемычку, в нижний ряд, 9, 10. Здесь все петли это просто соединительные петли. 11, 12, 13, 14. Снова ступенька. Снова в перемычку, в нижний ряд. И, в общем, работаю такими соединительными петлями до конца ряда. Их будет 62. Тем самым, видите, край этого рисунка, этого колоска, он начинает выравниваться. 30 ряд готов. Довязала я до конца. Дальше 31 ряд. Это снова тоже полный ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке и в обратную сторону вяжу соединительные петли с накидом до резинки. Итого здесь будет 62 соединительных петли. Это 56 соединительных петель с накидом и 6 обычных соединительных петель. Дальше уже привычный всем рисунок, ничего необычного. Нечетный ряд вяжем
петлями с накидом, а четный ряд вяжем просто обычными петлями. 31 ряд у меня готов, и дальше 32 ряд. Здесь будет небольшое исключение. Во-первых, 32 ряд будет укорочен, он не дойдет до края носика 2 петли. Воздушная петля подъема, поворот. Начинаю во второе звено от крючка делать соединительные петли за дальнюю дужку. И вяжу 6 соединительных петель за дальнюю дужку. Раз, два, три, 4, 5, 6. Дохожу до основного узора. И помните, здесь был ряд, который отделял колоски от основного узора. И для этого мы подхватывали не дальнюю дужку, а 2 передних петли. И вот чтобы сделать такой же симметричный ряд с противоположной стороны, вот этот 32 ряд мы сейчас свяжем именно такими петлями, подхватом 2 передних дужек. То есть здесь будет 6 обычных и 54 соединительных петли с подхватом за 2 передних дужки. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну и вяжу так не до конца ряда, а до 2 последних, не дохожу до конца ряда, 2 петли. Смотрите, 32 ряд готов. Здесь образуется при таком провязывании уже не косичка, а вот такое пространство. Это пространство будет как бы имитировать изнаночную петлю спицами. И дальше 33 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. 33 ряд. Начинаю во второе звено от крючка. Вяжу соединительные петли с накидом. Здесь будет так. Еще раз. Здесь будет 54 соединительных петли с накидом за дальнюю дужку. Раз, два, три, 4, 5, 6. И 6 обычных соединительных петель за дальнюю дужку для резиночки. Вот. Следующий ряд уже образует косу. И эту косу мы оставим. И получится, что 2 таких симметричных ряда, как бы из изнаночных петель, из имитации изнаночных петель, будут вокруг колоска, как на готовом носке. Одна сторона, вторая сторона. 33 ряд готов. Дальше 34. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка за дальнюю дужку. Начинаю делать обычные соединительные петли. В 34 ряду у меня будет 58 всего обычных соединительных петель за дальнюю дужку. То есть данный ряд будет короче предыдущей пары рядов еще на 2 петли. И тем самым образуется еще одна ступенька. 34 ряд готов, не дошла еще 2 петли. 35 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка за дальнюю дужку начинаю делать соединительные петли. В 35 ряду будет 52 соединительных петли с накидом и 6 обычных соединительных петель для резинки в конце ряда. Итого будет 58 соединительных петель. Дальше 36 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли. Здесь в 36 ряду будет 56 соединительных петель за дальнюю дужку обычных. До конца предыдущей пары рядов я снова не дохожу 2 петли и снова образуется ступенечка. 36 ряд готов. 37 воздушная петля подъема, поворот.
Делаю накид на крючке, во второе звено от крючка вкалываю крючок и начинаю соединительные петли с накидом. Здесь будет 50 соединительных петель с накидом и 6 обычных соединительных петель в конце ряда для резинки. Итого в 37 ряду будет 56 петель. 37 ряд готов, 38 ряд. Воздушная петля подъема, поворот во второе звено от крючка. Начинаю делать соединительные петли за дальнюю дужку, и в 38 ряду будет 54 соединительных петли за дальнюю дужку обычных. То есть здесь до края последней ступеньки не дойду еще 2 петли, и тем самым образую еще одну ступеньку. 38 ряд готов, 39 воздушная петля подъема, поворот во второе звено от крючка, начинаю делать соединительные петли, и в 39 ряду будет 48 соединительных петель с накидом и 6 обычных соединительных петель для резинки в конце ряда. Итого здесь будет 54 соединительных петли. И это будет последняя пара укороченных рядов 38-39 в этой части скоса. Все, скос готов. В нем 1, 2, 3, 4, 5. 5 ступенек, точно так же, как и на предыдущем скосе. И дальше будет полная пара рядов. Это 40, 41. Итак, 40 ряд. Воздушная петля подъема, ее я уже сделала. Поворот во второе звено от крючка, начинаю вязать соединительные петли. Здесь в 40 ряду я делаю 62 обычных соединительных петли. То есть это полный ряд. Точно так же я здесь сомкну все ступенечки, как я делала на предыдущем скосе. Будет одно небольшое исключение. Это провязывание ступенек, провязывание петель последней ступеньки. Здесь, в общем, вяжем так соединительными петлями, проходим все вот эти ступенечки. Это я не буду показывать, уже 100 раз показывала. И вот здесь вот встречаемся в этой точке. 60 петель связала, остается 61, 62. И смотрите, для того, чтобы продолжить вот эту линию, которая имитирует изнаночные петли, в этой части носика именно эти 2 петли нужно связать с подхватом 2 передних петель. То есть вот так, да, чтобы продолжить линию изнаночных петель, как бы. Вот, да, видно, что эти 2 петли, они вот из этой линии, из этого ряда. Поэтому здесь мы так и вяжем. Но сначала делаю, как всегда, сцепку. Перемычку и подхватываю 2 петли. 2 передних полупетли. Раз, два. И делаю соединительную. Давайте еще раз. И делаю соединительную петлю. Это 61. И вот последняя точка. Здесь тоже раз, два. И делаю 62. Вот. И тем самым линия продолжилась, да, и все получилось симметрично. Что с этой стороны, что с этой стороны. И теперь 41 ряд. Это снова полный ряд. Воздушная петля подъема. Поворот. В нем будет итого 62 петли. Это значит 56 соединительных петель с накидом за дальнюю дужку. Начинаю, как всегда, работу во второе звено от крючка и 6 обычных соединительных петель в конце ряда для резинки. 41 ряд готов. Дальше 42 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. И смотрите, 42 ряд начнет снова вторую часть скоса. И она будет зеркально первой части скоса. То есть сначала мы сделаем укороченный ряд, который самый короткий. В нем будет 54 соединительных петли. Итак, петлю подъема я сделала. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и начинаем вязать. Раз, два, три, 4,
5, 6, 7, 8. Здесь 54 обычных соединительных петли. И до края последней пары рядов я не дохожу 8 петель. 42 ряд готов. 43 ряд воздушная петля подъема, поворот. В обратную сторону, во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли с накидом. Раз, два, три, 4, 5. В 43 ряду это будет 48 соединительных петель с накидом, 6 обычных петель для резинки. Итого это 54 петли. 43 ряд готов. Дальше 44 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли. В 44 ряду будет 56 соединительных петель. То есть этот ряд длиннее предыдущей пары рядов на 2 петли, и до края носика он не дойдет только 6 петель. Дошла до ступеньки предыдущего ряда. Снова делаю сцепку, как всегда. Если вижу ступеньку, то делаю сцепку. И в нижний ряд. И еще раз. Вот, это получается 55-я, 56-я петля. И дальше 45 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли с накидом. В 45 ряду будет 50 соединительных петель с накидом за дальнюю тушку, естественно. И 6 обычных соединительных петель для резинки. 45 ряд готов. 46 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и начинаю делать соединительные петли за дальнюю дужку обычной. В 46 ряду у меня будет 58 обычных соединительных петель. То есть этот ряд длиннее предыдущей пары рядов еще на 2 петли. И до конца носика здесь не доходит 4 петли. Дохожу до ступеньки, делаю сцепку и 2 петли из нижнего ряда. 57, 58. 47 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка за дальнюю дужку начинаю делать соединительные петли с накидом. Здесь будет 52 соединительных петли с накидом и 6 обычных соединительных петель для резинки в конце ряда. Итого снова 58 петель. 47 ряд готов. Дальше 48 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. В 48 ряду я повесила маркер. Этот маркер начнет пятку. Вешаю маркер на 14 петлю. Помните, вот здесь вот в конце предыдущей части пятки я просила вас запомнить число петель вот в этом отрезке для манжета. У меня это было 14. Вот сейчас я на 14-ю петлю маркер и вешу. Итак, 48 ряд, это будет ряд с пяткой, и, соответственно, всю пятку я считаю в 48 ряду. Итак, воздушная петля подъема сделана. Во второе звено от крючка вкалываю крючок за дальнюю дужку, вяжу сначала 14 соединительных петель. 14 это петля с маркером. И дальше пойдет пятка. Пятку в этой части делаю так. 2 соединительных петли по ходу вязания. 1, 2. Дальше воздушная петля подъема и поворот. И в обратную сторону 2 соединительных петли с накидом. Начинаю во второе звено от крючка. 1. И в следующую точку 2. Снова воздушная петля подъема. Снова поворот. И теперь 4 соединительных петли. Начинаю во второе звено от крючка. Обычные. 1, 2.
Встречаю ступеньку, а значит делаю сцепку, вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд. 3, 4. Снова воздушная петля подъема, снова поворот. Снова делаю накид на крючке и во второе звено от крючка вкалываю крючок и снова 4 соединительных петли. Раз, два, три, 4. Опять воздушная петля подъема, опять поворот, опять во второе звено от крючка. Начинаю данный отрезок, и здесь будет 6 соединительных петель обычных. Раз, два, три, 4. Делаю сцепку и 5-6 из нижнего ряда. 5 и 6. Снова воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке, во второе звено от крючка вкалываю крючок и делаю 6 соединительных петель с накидом в обратную сторону. Раз, два, три, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема и поворот. И я работаю такими рядами каждый раз. В каждой паре рядов я, видите, прибавляю по 2 петли из нижнего ряда. И я работаю, делаю такой треугольник, пока не дойду до 18 петель в ряду. То есть вот здесь мы начинали пятку с 18 петель, заканчивали 2. А здесь мы вяжем наоборот. Мы начинаем с 2 петель и заканчиваем 18. Этот момент я показывать не буду полностью, думаю, это понятно. У меня есть видео по базовым носочкам, которые, в принципе, подойдут и для новичков, и я надеюсь, что по тому видео вы уже связали не одну пару носков. Здесь все будет аналогично. Единственное, что необходимо соблюдать вот эту закономерность рядов, когда мы вяжем, получается, четный ряд мы вяжем без накидов, а нечетный ряд вяжем с накидами, чтобы на лицевой стороне получались чуть более пышные косички. Лицевая сторона, а вот изнаночная сторона. Итак, довязываем петку, и я покажу вам, как дальше продолжить этот носок. Я связала второй треугольник для второй части пяточки. Вот в этом отрезке у меня 18 соединительных петель с накидом. Это последний отрезок для треугольника. И дальше я вяжу вот от этой точки вот сюда. Здесь будет 46 петель. Итак, смотрите. Делаю воздушную петлю подъема, поворот. И продолжаю по лицевой стороне, получается, да, соединительные петли обычные. Во второе звено от крючка вяжу соединительные петли. Сначала дойду до вот этой ступеньки, сделаю сцепку с нижним рядом, и потом дойду вот до этой ступеньки и тоже сделаю сцепку с нижним рядом и возьму 2 петли снизу. И получится, что вот здесь нужно провязать 46 обычных соединительных петель. Это именно то значение, которые мы откладывали вот здесь. Помните, мы вот здесь повесили маркер на 48-ю петлю от края. И здесь получается то же самое. 46 петель мы провязываем, 2 в остатке, итого 48. Пик пяточки сошелся на одной стороне, на второй, значит, все правильно. Эти цифры для контроля себя. Провязываю эту часть и показываю вам, как дальше обвязать пяточку. Итак, 48 ряд у меня готов, дальше 49 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли с накидом. И сначала я вяжу до пика пяточки. До пика пяточки будет 46 соединительных петель с накидом. За дальнюю юбку встречаемся здесь, и я покажу, как я обвязываю вот эту сторону. Итак, 46 петель с накидом я провязала до пика пятки, и теперь перехожу на обвязку вот этой стороны треугольника. Итак, делаю снова накид на крючке и вкалываю крючок. Вот смотрите, перемычка, ниточка. Вот я вот так вкалываю, и я подхватываю
исключительно для прочности 2 нитки, вот так. И делаю соединительную петлю с накидом, естественно. Давайте еще раз. Опять накид в ниточку, в перемычку и делаю соединительную петлю с накидом. Опять накид и в пространство между рядов. 2. Опять накид в ниточку, в перемычку. 3. В пространство между рядов. 4. В ниточку, в перемычку, в пространство между рядов. 5. Итого по краю здесь получится 18 петель. Вот это будет последняя точка. В ниточку, в перемычку это 17. И вот последняя точка 18. И дальше довязываю этот ряд до конца. Продолжаю делать соединительные петли с накидом за дальнюю полупетлю. Так. И последние 6 петель все точно так же. Это будут обычные соединительные петли. И в данном ряду всего, если пересчитать петли, их будет 78. Так. Вот я дошла до последних 6 петель. Узор меняется. И вяжу обычные соединительные петли за дальнюю дужку. И смотрите, я уже сказала, что всего в этом ряду будет 78 петель. Вот так вот, если их все пересчитать. Из них, соответственно, 6 это обычные соединительные петли в конце ряда и 72 соединительные петли с накидом. И 2 петли в остатке, недовязанные из нижнего ряда. 78 плюс 2 равно 80. 80 петель я вот здесь набирала. Я вернулась к этому же значению, значит, у меня все правильно. Если вы пересчитываете петли в этом ряду и не получаете то значение, которое вы набирали, значит, где-то ошибка. И следующий ряд, 50. Это будет полный ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка начинаю делать обычные соединительные петли за дальнюю тушку. В 50 ряду будет 80 обычных соединительных петель. Смотрите, вот здесь дохожу до края, это будет 78 петля, и 2 петли из нижнего ряда, это 79 и 80. 78 петель связала. Дальше делаю сцепку 79 и 80. Так, где тут перемычка? Вот она. 80. Воздушная петля подъема, поворот. Дальше 51 ряд. Снова начинаю его во второе звено от крючка, делаю соединительные петли с накидом. В 51 ряду точно так же будет итого 80 петель. Это 74 соединительных петли с накидом и в конце 6 обычных соединительных петель для резинки. И такими полными рядами туда-сюда, туда-сюда я работаю до 55 ряда включительно. То есть это по 80 петель. В четном ряду делаю просто обычные соединительные петли. В нечетном ряду соблюдаю закономерность. 74 соединительных петли с накидом, 6 петель обычных для резинки. Довязываем до 55 ряда включительно. Встречаемся там, показываю, как сшить этот носок. Я связала 55 ряд, но на самом деле я еще связала 56 ряд. Здесь оставила хвостик, ну, наверное, сантиметров 30, и 56 ряд я распущу. Он нужен только для того, чтобы сделать замер нити, потому что этой нити должно точно хватить на сшивание данного носочка.
распускаю. Вот, даже воздушную петлю не оставляю, оставляю просто открытую петлю, которая выходит из последнего соединительного столбика предыдущего ряда. Вставляю данную нитку в иголку для шерсти и дальше буду сшивать данное изделие. Сначала его нужно правильно расположить. Открытая петля в правом верхнем углу — это принципиально. Наборный ряд контрастной ниткой внизу лежит. Складываю так и сворачиваю еще вот так. Здесь сперва закрываю открытую петлю. Дальше перехожу к той части, где наборная контрастная нитка. Ну, в принципе, здесь буду делать уже все знакомые вам движения, да. Надеюсь, что вы уже не раз тоже сшили этим швом какое-либо изделие. Этот шов — это будет четный ряд, то есть по своей сути это 56-й ряд, поэтому мы его и сшиваем обычными соединительными петлями. То есть такой шов подходит только для обычных соединительных петель, для других петель он не подойдет. Для соединительных петель с накидом у меня тоже есть вариации этого шва. И я ссылку на это видео, если оно уже вышло, оставлю внизу в описании, либо вот здесь по подсказке. Там будет изделие, где я использую данный шов, но для соединительных петель с накидом. А эти носочки мы шьем обычным швом, да, для обычных соединительных петель. Итак, смотрю, как контрастная нитка подхватывает нити первого ряда. Вот фиолетовая нить идет вот так, и она подхватывает две ниточки. И точно так же вставляю иголку и подтягиваю. Дальше принципиальный момент. Опять-таки, вот в этом месте я видела, как многие делают, и делают почему-то неправильно. Но здесь, для того, чтобы не было перекоса и смещения, нужно делать именно так, как показываю я. Вставляю иголку сначала в эту петлю, которую мы закрыли, потому что в каждом ряду, в начале каждого ряда у нас есть воздушная петля подъема. Вот сейчас нужно ее и сделать. Не нужно пропускать этот шаг, и вот эту петлю тоже пропускать не нужно. Иначе будет перекос. Подтягиваю. И дальше в следующую кромочную вывожу. И вот смотрите, у нас образовалась новая петля, и в нее вывожу иголку. И снова подтягиваю. И первый стежок на этом готов. Он имитирует обычную соединительную петлю. Дальше снова раздвигаю вот здесь нити и смотрю, как контрастная нитка цепляет петли первого ряда. Вот, это очень хорошо видно. Вот так. И цепляю эти же самые нити иголкой. Подтягиваю. Теперь в петлю, в ту кромочную, откуда выходит стежок, подтягиваю. И в следующую кромочную вывожу. И в только что образовавшуюся петлю. Вот она. И снова подтягиваю. Опять. Цепляю две ниточки, которые цепляет контрастная нить. Подтягиваю. Петлю в кромочную. Подтягиваю. В следующую кромочную и в только что образовавшуюся петлю. И снова подтягиваю. Опять-таки напоминаю про плотность. Плотность нужно соблюдать, да, приблизительно делать с той же самой плотностью, с которой вы вязали, чтобы шов не выделялся. Опять-таки видела работы, где плотность именно на шее почему-то пляшет, и тогда, естественно, шов получается рыхлый, и он получается заметен. Но так как этот шов является частью вязания, здесь нитка повторяет траекторию вязания, то его нужно просто сделать в плотность вязания. И тогда он сольется с вязкой. Так, снова подтягиваю. И в следующую кромочную
в петлю. В петлю, в кромочную. Подтягиваю. Так. Кромочную и в петлю. И опять цепляю 2 ниточки и подтягиваю. В петлю, в кромочную. Подтягиваю. В кромочную. В петлю. И смотрите, я сшила пока только резиночку. Дальше узор меняется. Он меняется на той части, которая ближе ко мне, на той, которая с контрастной ниткой. Но, в принципе, все те же самые движения, они остаются, да. Здесь вот будет, вот видите, еще добавляется вот такая вот нитка, это перемычка, это накид был, он сейчас на противоположной стороне, на лице виден, а здесь от него остается перемычка. Но здесь я вот так вот его отодвигаю, и там за этим накидом находятся все те же самые, я надеюсь, вам видно, 2 ниточки. Вот так их цепляю и вывожу в петлю, в кромочную. Следующую кромочную в петлю. Подтягиваю. И опять вот перемычка, она как бы идет от накида, и видно, вот за ней 2 ниточки. Цепляет контрастная нитка. И я точно так же делаю иголкой. Здесь очень внимательны будьте, чтобы сохранить рисунок и на лицевой, и на изнаночной стороне, чтобы не подцепить лишнего и не упустить никакую нитку. И возвращаю в петлю, в кромочную. В следующую кромочную и в петлю. Так. И снова вот эту нить отодвигаю, и там фиолетовая нитка цепляет вот 2 ниточки. Здесь они даже разного цвета получаются. Снова вывожу нить, подтягиваю в петлю, в кромочную, в кромочную, в петлю. Так, подтягиваю. Вот смотрите, это получается ряд по изнаночной стороне. Лицевая сторона внутри, но поверьте мне, она тоже будет совершенной. Даже несмотря на то, что узор изменился, все равно мы здесь применяем вот этот вот мой шов, и все получается красиво. Так, снова вот эту ниточку я вот так отодвигаю, и вот фиолетовая нитка цепляет 2 ниточки. Цепляю их же иголкой, вывожу нить в петлю, в кромочную, кромочную, в петлю. Ну, я надеюсь, этот момент понятен. Сшиваю так это изделие до самого конца. Здесь петли должны сойтись. В начале было 80 петель и в конце тоже 80 петель. Если у вас остается лишняя петля на какой-либо стороне, то значит это ошибка. Сшиваю последние стежки. Так, снова раздвигаю, нахожу тут 2 ниточки.
цепляю их в петлю в кромочную. Так, подтягиваю в кромочную, в петлю. Опять. Так, снова раздвигаю. Вот 2 ниточки. Их подхватываю, подтягиваю в петлю в кромочную, в петлю. И опять так, последние стежки. Вот они, 2 ниточки прячутся. Так. Подхватываю 2 ниточки, в петлю в кромочную, в следующую кромочную, в петлю, подтягиваю. И вот последний момент, который нужно подцепить. Снова 2 ниточки цепляю, вывожу нить в петлю в кромочную, подтягиваю. И на этом сшивание носочка закончено. Дальше мы вот эти 2 хвостика связываем между собой. Раз и 2. Ниточки сходятся в одной точке. И это правильно. Видите, здесь последнее движение как бы получается имитирует, ее пока не видно, но это будет воздушная петля подъема, которую мы делали в каждом ряду. Дальше контрастную нитку легким движением руки я просто удаляю. Открываю наборный ряд, который был набран фиолетовой ниткой. Так. Давайте вот так еще. Вот она, эта нить, вот она откуда выходит. Открываю этот ряд. И за счет того, что он провязывался за заднюю перемычку, а не за полупетлю, данная нить легко удаляется в одно движение. Давайте выверну изделие на лицевую сторону и вот так вот просто тяну за контрастную нитку. Удаляю контрастную нитку и сшиваю мысок. Все, контрастная нить удалена. Вот это лицевая сторона носка. Вот здесь вот проходит шов, и дальше я снова выворачиваю этот носочек на изнанку и сшиваю пальчики между собой. Здесь, в принципе, тоже уже ничего нового я вам не покажу. Уже несколько раз показывала, как я сшиваю эти пальцы. Длинный хвостик, который остался от сшивания носка, я вставляю снова в иголку. И здесь работаю так. Вкалываю иголку в перемычку в ниточку на одной стороне, в ниточку в перемычку на второй стороне. Вытягиваю снова. Вкалываю на одной стороне, на второй стороне, вытягиваю. И опять на одной стороне, на второй стороне. На одной стороне, на второй стороне и вытягиваю в последнюю точку, разворачиваюсь и работаю в обратном направлении теперь. Подтягиваю ниточку, чтобы немножко сгладить уголок.
И теперь в другую сторону и точно так же вернусь к центру. Так. И опять в последнюю точку подтягиваю. И точно так же возвращаюсь сначала сюда, затем сюда, сюда. Подтягиваю снова. И снова в последнюю точку. Все, ниточки опять сходятся в одной точке. Делаю здесь узелочек. Раз. И узелочек 2. И прячу хвостики вдоль косы с помощью иголочки. Вот таким вот обматывающим движением. Со вторым хвостиком поступаю точно так же. Дальше носочек стираю, сушу, и он на этом готов. Носочки мои готовы. Здесь в остатке у меня вот столько пряжи. Я не думаю, что этого количества хватит еще на третий носок. Но что есть, то есть. Смотрите, небольшое уточнение. Если вам нужны носочки на более широкую ногу, ну, во-первых, я хочу сказать, что очень прекрасно тянется этот носок. Но если все же вы делаете носочки на более широкую ногу, тогда в конце по стопе добавьте еще одну пару рядов полных. Да? У меня всего в стопе, включая начало и конец вязания, будет 7 пар полных рядов. Их можно посчитать. Вот между пятками они находятся, вот эти косы. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Видите, их 7. Если вам нужна широкая стопа, сделайте 8. Если вам нужна еще более широкая стопа, то вот здесь по верху тогда добавьте еще 2 пары рядов сюда и сюда перед колоском и после колоска. Тоже полных рядов. Итого это получится 3. Да? То есть сначала, допустим, вам нужно чуть-чуть пошире, добавляете 1 в стопу. Нужно чуть более шире, добавляете 2 вверх. Нужно совсем широкое, добавляете 2 вверх и 1 в стопу. Либо еще 2 в стопу. Да? То есть вот как-то так. Можно делать расхождение, что у вас поверху стопы, вот здесь у меня 7 рядов поверху стопы полных. И по низу стопы 7 рядов, да? Ну, можно сделать, допустим, что поверху будет 8 рядов, а по низу 7. Либо наоборот, по низу 9, а поверху 7. То есть здесь вариации возможны, чтобы была четкая симметрия, четкое одинаковое количество. Но в идеале хочется, но если не получается, то пускай. Вот такие вот носочки получились у меня на этот раз. Вот этот носочек, кстати, уже прошел ВТО, и это видно. Видите, он какой податливый. А вот этот, он еще стоит буквально, да, в руках. Я связала его только что. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Заранее спасибо за ваши лайки, за то, что пишете комментарии. Если что-то было непонятно, то задавайте вопросы в комментариях. Если хотите текстовое описание, текстовую схему, то добро пожаловать ко мне на Бусти. Спасибо за внимание. Пока-пока.